Даже в хаосе событий можно найти моменты, достойные внимания. Человек со своим туннельным зрением не способен охватить все смыслы. А видеокамеры видят все и анализируют сразу все, на первый взгляд, незаметные явления. Нет, это не искусственный интеллект. Боже упаси от одиозных заявлений. Компьютерная программа лишь сокращает и систематизирует информацию до уровня, легко воспринимаемого человеком. А дальше мы имеем инструментарий для самого что ни на есть настоящего человеческого интеллекта. Несколько движений для группировки записанных событий, и они выстраиваются в закономерность. Это и есть видеосемантика. Особая область видеоаналитики, которая реально работает. Судя по отсутствующей активности на камерах, работа оператора видеонаблюдения кажется безмятежной. Если проанализировать среднестатистический офис, то 99% своего рабочего времени охранник смотрит в пустые экраны. Но ему платят именно за то, чтобы он не пропустил ни одного вдруг возникшего события. И эта задача превращает простую на первый взгляд вещь в непосильные мучения. Попробуйте заставить себя делать какую-нибудь статическую операцию долго. Например, сидеть неподвижно 8 часов или смотреть в одну точку хотя бы 10 минут. На секунду отвлекся, и уже кто-то проскочил. На камере реального времени его не увидишь. Там через мгновение уже никого нет. И что делать, если оператор не заметил? Он не способен внимательно всю смену рассматривать десятки видеокамер, не отрывая взгляд. А практически он еще и ходит по столовым, туалетам, выдает какие-то ключи, открывает ворота, когда не спит. Каждое, даже незаметное человеческому взгляду движение улавливается компьютером. Высокоразвитая программа определяет его значимость и выводит на отдельный экран событий. Оттуда видеоролик не уходит моментально с экрана, как на живой видеокамере, а остается на длительное время, чтобы у охранника был шанс его заметить после возвращения из курилки или выхода из спячки. Сначала люди ходили с собаками, потом придумали видеонаблюдение, и только с видеосемантикой оно стало надежным. Даже если он проспал больше событий, чем может уместиться на экране, видеосемантика подвижна. Простым движением руки легко откатить историю, причем не в ущерб настоящему происходящему. По статистике, за ночь у охранника может быть всего 3-5 таких событий. Возможно, пробежит пару раз кошка. Мы не декларируем искусственный интеллект. Видеосемантика будет ловить всех. Только она не повторяет каждую такую помеху вечно, как стандартный видеодетектор, который всю ночь будет сигналить охраннику, что 2 голубя летают у забора, пересекая виртуальную линию. Видеосемантика сокращает информацию до минимума, а это главное для оператора видеонаблюдения. Только так он может воспринять информацию. Вместо частых тревог редкие акценты, пусть и ничего не значащих событий. Днем событий, которые дозволяется отслеживать оператору,
несколько больше, но суть видеонаблюдения остается той же, что и в рыболовстве. В ровной воде не пропустить движение поплавка. И лишь 10 минут перед началом работы в конце и в обеденное время наблюдается повышенная активность. Для человека поработать усиленно головой в эти редкие моменты не составляет труда. Гораздо сложнее уследить за рыбкой в безмятежном море. Во всех случаях событие не исчезает с экрана, а ползет по нему до полного понимания оператором. Видеосемантика подходит практически к любому объекту. Самое главное, она практически не требует настроек, так как базируется на самообучении. Она анализирует видеостатистику, находит в ней семантические изменения и доводит их до пользователя. Несмотря на огромное количество профессиональных настроек, мы не рекомендуем простому обывателю что-либо менять. Видеосемантика – это гибкая видеоаналитика. Здесь нет ни пересекаемых собачками линий, ни оставленных тенями предметов, ни даже детектируемых голубями драк. Хотя сама система поддерживает и такие алгоритмы, но больше для того, чтобы доказать их бесполезность в реальных условиях помех. Для видеонаблюдения за огромной территорией по-прежнему не хватает никаких мегапикселей, по крайней мере за реальные деньги. Рассмотреть каждое лицо, каждый номер автомобиля на таких огромных пространствах может система SLED, благодаря своей оптике и автоматическому наведению на все, что движется. Любой интересуемый нас объект, чтобы попасть или исчезнуть с нашей территории, должен произвести движение, поэтому не останется без внимания многозумовой оптики. Тем самым в архиве мы получаем лица людей, номера автомобилей и другие приметы, необходимые для опознания тех или иных объектов. Скрестив видеоаналитику с системой SLED, мы получаем панель внимания, на которой каждое наведение поворотной камеры оставляет свой след, свой отпечаток, который попадает на одну из панелей внимания или на несколько панелей внимания. Каждое событие оно оставляет свой след, каждое наведение, каждый человек, который попадал в зону видимости камеры, в контролируемую зону, он остается на этой панели и никуда не уходит. То есть охранник может всегда, или оператор, или еще кто-либо просмотреть всех прошедших людей, все проехавшие автомобили, даже если он в это время куда-то уходил, спал и не обращал внимания. То есть эти события всегда перед ним, и сидя, лежа перед монитором, человек может снова и снова возвращаться к ним, снова и снова смотреть на них и анализировать каждое из этих событий. То есть они не уходят из вида, как это делает живое видео. Если на живом видео вы что-то пропустили, кто-то кого-то ограбил, угнал автомобиль или еще что-то сделал, то здесь эти события не уходят с экрана, они могут быть выведены на весь монитор, могут остаться на одной из панелей и уходить вниз, откуда их можно достать простым прокручиванием. То есть вот видите, кто-то идет или едет, это событие сразу же появляется на панели автоматически и уже остается в панели внимания. В панели для видеоаналитики SPECLAB, разработанные в том числе, в первую очередь и только компанией SPECLAB, извините за рекламу. Таким образом, нам кажется, видеонаблюдение превращается из такого параллельного смотрения на мониторы, в живом масштабе времени, на последовательное наблюдение, которое не требует постоянного внимания, у которого есть цепь логических событий, потому что каждое событие расставлено по хронологии, что, зачем следует и куда пошло. Здесь понятно по мере накопления вот этой панели. Каждое из событий можно поднять прямо из этой же панели и просмотреть, увеличив его. Таким образом, мы видим довольно-таки достойную, мне кажется, новую технологию, разработанную компанией SPECLAB.
Вместо кнопок и менюшек в данной программе сама жизнь. Видеособытия, в которые можно ткнуться, пролистать, перетащить, сгруппировать. Самый лучший интерфейс — это отсутствие интерфейса. Здесь в каждом окошке передается непосредственно смысл. Смысл происходящего на объекте. И оператор может работать не с какими-то отвлеченными понятиями, структурами и настройками, а напрямую, со смыслами. Видеосемантика — это хранилище смыслов. Очень важно здесь то, что нет и потери смыслов. Часто бывает, когда охранник, вернувшийся из буфета или сна, пытается наверстать упущенное и начинает просматривать архивы десятков камер с произошедшим за его отсутствие. Сами понимаете, что в это время он теряет представление о происходящем. И это бесконечная гонка с прошедшим временем, которая никогда не заканчивается в пользу человека. А видеосемантика всегда опережает. Она всегда короче по длительности, в сотни и тысячи раз короче, чем текущее время, из которого она выхватывает лишь ключевые моменты. Даже когда вы просматриваете архив, видеосемантика работает на отдельной или этой же панели, выводя происходящие события. Таким образом, вы просматриваете не только архив, но и текущее видеонаблюдение одновременно и в одном флаконе. Это amazing, верх информативности. При этом вам не нужно никуда переходить или что-то перезагружать. Все само собой подставляется, новое вписывается в настоящее, прошлое выстраивается за ним в четкой хронологии времени и в логическом порядке. Причем, даже если камеры установлены не только в разных местах, но и на разных объектах, заведенных по сети. Мы всегда можем перейти в общий просмотр событий отовсюду, или в просмотр отдельного объекта, или в события одной только камеры. Даже в толпе видеосемантика выхватывает потенциально опасные сюжеты, новые лица, необычное поведение людей. Кто-то что-то взял, подложил, замахнулся, подъехал, уехал, свернул. Если из стандартной записи по обычному видеодетектору получаются миллионы архивных часов бессвязной информации, то видеосемантика находит в ней ключевые моменты, по которым можно за несколько минут охватить весь смысл этих миллионов часов. А кто предупрежден, тот вооружен. Это в обычном детектировании невозможно отсматривать архив каждый день и даже месяц. Видеосемантика легка на подъем, и у вас всегда есть шанс заметить злобные приготовления ваших недругов. Ни одно преступление не начинается во время самой кражи или убийства. Всегда есть длительный период осмотра подступов, проверки замков на прочность, завоз или занос шпионского материала, средств проникновения. Задача найти важное была невыполнимой в огромных архивах, а в видеосемантике появился шанс. Задача сокращения объема бесполезной информации стоит сегодня самой актуальной в развитии видеонаблюдения и безопасности вообще. Чем меньше поступает ненужных данных, тем больше вероятности, что оператор заметит нужные. Если человек не будет зашорен большим количеством алармовых предупреждений, он сможет более детально исследовать каждое из редких видеособытий. Видеоаналитика внимания построена по самообучающейся архитектуре, которая на основе предыдущей статистики поведения определяет, что является основным, необычным, особенным, непривычным в действиях контролируемых объектов. За
этим всем сидит девушка, то есть она как бы Это у обучена. нас оператор системы видеонаблюдения, который, короче, Тот подходил, а да. тот что-то берет, и Да. она оставляет. Да? Да. И вот это идет повторение, да? Такое вот, кто-то что-то брал. Как правило, скажем, в нашем магазине кто-то отвлекает охранника, в этот момент кто-то что-то берет, охранник поворачивается к монитору, я говорю про маленькие, скажем, магазины, на мониторе уже ничего не увидишь, здесь уже все украли на мониторе реального времени. Что касается панели видеосемантики, она оставляет ключевые кадры, и повернувшись к монитору, охранник всегда увидит, что кто-то что-то сделал неправильно. Да? В узкие пространства квартиры идеально впишется моноблок с сенсорным экраном, который мы ласково называем гроля. Да, слушаю вас. Прежде чем выйти из дома, вы увидите того, кто пробрался за угол лестничной клетки и поджидает вас в укромном месте. Кроме того, на гроле есть полное управление автоматикой. Кать, Мне домой надо. Кать, выключи. Теперь двери открой. Если в квартирах каждый шорох слышен, то те, кто живет в больших домах, знаком с чувством бессонницы, вызванной страхом тишины, когда невозможно отследить все варианты доступа. Хозяева долго обходят на ночь свои владения, проверяя каждую дверь, каждое окно, а также закоулки, куда уже кто-то мог просочиться после визита в качестве обслуживающего персонала. Вместо этого достаточно взглянуть на экран видеособытий, чтобы узнать, не было ли приготовлений к незаконному вторжению. Естественно, что хозяин дома, в нашем понимании, человек далекий от технологий, поэтому никаких кнопок, никакого управления. Все, что ему надо уметь, это двигать события. Ну, еще увеличивать их при желании или переходить в детальный просмотр. Видеоаналитика требуется не только для поиска криминала, но и позволяет находить другие важные моменты в жизнедеятельности предприятия, дома или уличной территории. В отличие от стационарного видеоконтроля, мобильный происходит в движении. Вы всегда в состоянии экшена, чем-то заняты. Идете куда-то, едете, разговариваете с людьми, кушаете или принимаете ванну, да даже занимаетесь сексом. Это особый род видеоконтроля совсем другого типа и свойства. Нельзя его тупо проектировать из классического просмотра видео с камер. Конечно, основную роль в передаче роликов, в их создании, в выборе сюжетов играет программное обеспечение Goal City. Установленное на объекте, оно отслеживает события, классифицирует их значимость и новизну. В зависимости от того, какой уровень опасности выставлен хозяином, система Goal City может скидывать на мобильное устройство все новые события, или только опасные, или только особо опасные, или с четко заданным содержанием по определенным критериям. Система устроена так, что в архив мобильника попадают вообще все события для просмотра в свободное время, где-нибудь в ожидании самолета. Сюда же могут поступать видеоролики, переданные вручную, например, если охранник заметил что-то, что требует немедленной реакции. И даже без каких-то охранных целей секретарь может сбросить ролик вошедшего в офис клиента, если директор хочет знать, кто к нему приходил. В общем, Goal Mobile – это универсальный видеооповещатель. Но не подумайте, что мы создали что-то наукоемкое,
Наоборот, в таком коллективе мы пришли к чему-то совсем простому, легкому, где-то даже незаметному. Это то, где ничего не надо делать, ничего не надо знать. Все само собой как-то показывается, предупреждает, чего-то намекает. Сам включается экран, сам показывает события, повторяет их для тупых, замедляет для не совсем проснувшихся, оставляет заставку для тех, кто не понял или на бронепоезде. Вы вообще будете знать все обо всем, не прикладывая каких-то специальных усилий для этого. Кто сейчас в офисе, чем занимаются ваши сотрудники, когда ребенок пришел из школы. И, естественно, не пропустите и экстраординарный момент, если такое произойдет. Для обхода территории мы также рекомендуем давать охраннику мобильное устройство, особенно на больших периметрах. Go Mobile – это видеонаблюдение, которое не требует времени и усилий. Это система, которая всегда с собой. Она даже выглядит стильно. В компании друзей вы же выкладываете свои мобильники на стол. У всех тупые айфоны, которые могут только звонить. А у вас рабочий аппарат, он постоянно скидывает полезную инфу. И кто здесь деловой человек? А если это не круто, Go Mobile интегрирован с умными часами. Все видеособытия приходят прямо на запястье руки. Кстати, вот таким образом несут уже охрану частные охранники. Больше не нужен охранный пульт, помещение для приема сигналов. Берете лицензию, садитесь в машину систему Go Mobile и охраняете, например, целый коттеджный поселок. Или еще что-нибудь. Это поистине мобильная охрана, не какие-то там сработки незнамо чего, датчиков, ложающих на сквозняк, которые к тому же не поставишь на улице. Вы получаете конкретное видео события. Вся сегодняшняя чоповская и неведомственная охрана может охранять только внутренние помещения. Вы же, имея всего один автомобиль и систему Go Mobile, способны контролировать и уличные территории. Соединить сюжетные линии, сопоставить факты, отложить материал для дальнейшего анализа, выставить на него видеоловушки, передать на мобильные устройства для коллективной работы – это только краткий перечень того, что может многофункциональная аналитическая разработка компании SpetsLab. Оперативная панель. Это некое пространство для видеособытий, которое заполняется как пользователем, так и программой видеоанализа для систематизации записанных данных. Выделить нужное и добавить свое, при этом спросив компьютер совета, по такой идеологии из хаоса записей можно смонтировать такое кино, которое имеет действительный смысл. Вы начнете больше узнавать о намерениях людей, с кем общаетесь, выявлять слабые стороны в своей безопасности, прогнозировать и предотвращать свои проблемы. Одно странное происшествие – это лишь случайность, на которую не обращаешь внимания. Несколько похожих, наличие сопутствующих событий, подготовительной последовательности, планомерных действий – все это не надо объяснять словами, когда смотришь на оперативную панель системы Goal City Cassandra. Это не машинный интеллект и не какая-либо другая фантастика. Оперативные панели от SpetsLab – это инструмент для использования человеческого интеллекта, наличие которого хотя бы точно доказано наукой. Но не пугайтесь, ваш мозг не будет сдавать ЕГЭ. Здесь нет цифр и текстов.
Приводимые для анализа видеосюжеты понятны на уровне, если не инстинкта, то стандартного жизненного опыта. Отличить знакомые лица от незнакомых, выделить среди людей похожие силуэты, найти одинакового цвета одежды, заметить опасный предмет – все это базовые функции человеческого мышления. Наша видеоаналитика дает лишь пищу для ума, выводя важные моменты. Хотя они и недоступны компьютеру для понимания, он тоже не остался без работы. Его основная задача — находить границы событий, разделять происходящее перед камерами на смыслы. Важное замечание: мы не претендуем на понимание компьютером этих смыслов. Наиболее точно отражать эти смыслы, относящиеся к длинным сюжетам, в краткой форме. Все это и называется видеосемантикой, которую разработал спецлаб. Goal City отслеживает характерные черты в результате анализа статистических изменений. Таким образом, осуществляется селекция видеособытий по их семантическому отличию. Компьютерная программа спецлаб раскладывает видеозапись на смысловые единицы, показывая ту часть этой единицы, которая полностью передает ее смысл. И вместо длительной видеозаписи, имеющей одну единственную смысловую нагрузку, человеку дается возможность короткого показа сокращенного в сотни и тысячи раз видеоролика, полностью передающего весь смысл этого длительного сюжета. Сотни часов легко укладываются в несколько минут аналитических кадров. Вместо миллионов кадров шлака ценные видеосюжеты поступают на аналитическую панель внимания, которая в данном случае располагается слева вертикально. Кроме того, она имеет массу удобных видов, причем полностью вытесняющих классическое видеонаблюдение. Последовательная архитектура позволяет быстро проследить всю историю передвижения заданного лица или автомобиля. Например, нас заинтересовал этот парень с бородкой и белой курткой. Не залезая в архивы, тем самым не отключая своего внимания от основного видеонаблюдения, с помощью спецлабовской панели мы легко отслеживаем все ключевые моменты действий этого человека. Также особо предупреждаются пересечения путей, оставленные одиноко лежать предметы, быстро меняющие скорость люди и многое другое, что требует немедленной реакции. Такие всплытия видеоокон еще и сопровождаются звуковыми сигналами. Для контроля подобных жестких ситуаций в системе Goal City есть детекторы направления, детекторы пересечения линий, детекторы количества целей, детекторы оставленных и унесенных предметов, детекторы времени активности, детекторы времени покоя и многие другие, работающие как поодиночке, когда ситуация слишком очевидна, так и в комбинации с основной видеосемантикой. Ведь очевидность для компьютерного процессора не то же самое, что для человеческого мозга. Видеоаналитика от спецлаб в своей основе базируется на видеостатистике. Она сравнивает предыдущие данные с поступающими, отыскивая в них отличия. Например, на одной из камер вы можете видеть включенную карту активности, которая красным цветом помечает наиболее загруженные движением участки, желтым – менее, зеленым – совсем редкие. По сути, резкое изменение этой карты может сигнализировать о появлении толпы там, где ее не было, активных действий, например, драки, если перед этим ее тоже не было, и других нестандартных форм поведения людей. Заметьте, мы везде говорим «если до этого не было».
То есть наша видеоаналитика не будет долго и упорно мучить оператора предупреждениями, если просто вдруг подошла толпа туристов или компания жестикулирующих глухонемых. Панель внимания предупредит об этом только один раз, после чего станет считать такую ситуацию нормальной. Ведь дальнейшая статистика будет основываться уже на прошлых данных. У других фирм часто доводится видеть, как нормальное поведение людей было истолковано неправильно, после чего компьютер постоянно издает сигналы предупреждения. И так, пока их не отключишь. Еще хуже, если такая реакция идет на помеху, например, на стайку голубей, создающих своей детекцией образы людей и машин. Ведь компьютер видит пятнами и геометрическими фигурами. В конце концов, оператор выключает динамики и другие формы активного предупреждения. Именно потому спецлабовская видеоаналитика и оказалась успешной, что ее система исследований почти не зависит от помех, ведь существующие помехи также вычитаются из предыдущих, оставляя ноль. А ведь помехи – это главный враг видеоаналитики, да и любой видеодетекции тоже. Как вы можете видеть, постоянно идет то снег, то дождь. Весенняя погода самая неудобная для показа. Тем не менее, система Goal City качественно отрабатывает свои задачи. На основном движке последовательно располагаются события со всех камер. На перпендикулярном к нему – события по конкретно выбранной камере. Любой момент можно увеличить, тут же проиграть в плеере, просматривая что-то до него или после, и даже вместо. Опять же, отслеживается последовательность, причем как по всем камерам сразу, так и по каждой конкретной камере в отдельности. По сути, спецлабовская видеоаналитика представлена в 3 измерениях – хронология по времени, месту и метаданным. Таким образом, на не самом большом мониторе мы охватываем одновременно 12 минут видеоконтроля сразу. На экран можно поглядывать лишь 5 раз в час. Этого количества достаточно, чтобы ничего не упустить на одном из вокзалов Москвы. В каком-нибудь необщественном месте, например, офисе, вполне приемлем 1 раз в 2 часа. Видите разницу между классическим видеонаблюдением и тем, что разработал спецлаб? Давайте посмотрим, как отработала видеосемантика системы Goal City на выставке All Over IP в конце 2012 года. Несмотря на то, что бытует мнение, что видеоаналитика сложна в настройке и не работает в толпе, может быть, так оно и есть, и ни у кого других мы не видели на стендах работающие видеоаналитики. Спецлабовская аналитика, как видите, в полном объеме отрабатывала свой хлеб, потраченный на программистов огромные рубли и доллары, и выхватывала из толпы все полезные, будем сказать, сведения, нестандартное поведение, ключевые моменты, и складывала это на экран таким образом, чтобы консультанты, отвлекаемые, постоянно отвлекаемые посетителями, могли заметить любой момент, даже если он произошел быстро, изредка повернувшись и посмотрев мельком на этот экран. То есть заслуга этой видеоаналитики в том, что она позволяет сократить человеческий фактор, его невнимательность, его отвлекаемость, и заметить какое-либо, будем говорить, криминальное действие, даже если оно произошло в момент его отвлечения, в его отсутствии на рабочем месте и так далее.
Ну вот мы смотрим на панель истории событий. Ну, история здесь звучит несколько как бы утрированно. То есть это то, что происходило за вот эти 2 дня выставки перед стендом «Спецлаб». И по этим ключевым моментам можно четко проследить, кто подходил к стенду, какие нестандартные действия были произведены именно в том плане, что потенциально опасные действия. Кто-то что-то положил, кто-то что-то взял, кто-то что-то делал неправильно, замахнулся, засунул руку в карман, вот вы видите, и так далее. То есть вот эти нестандартности мы можем отследить буквально за несколько минут прокрутки вот этой истории, вместо того, чтобы перелопачивать огромный архив 2 суток, 20 камер, плеить это, даже если ускоренно это все смотреть, нужно потратить более, наверное, 4-5 часов времени. И при этом, пока вы смотрите этот архив, произойдет что-нибудь еще нестандартное, то, что вы обязательно упустите. Поэтому это путь никуда. То есть стандартное видеонаблюдение многоканальное, путь в никуда. Поэтому мы предлагаем вот такой заменитель. Но интеллектуальное мы не хотели бы говорить слово. Еще интеллекта искусственного никто не доказал, никто не разработал. И вряд ли когда-нибудь это произойдет при нашей жизни. Надеюсь, жизнь наша будет все равно длинной. Тем не менее, система программным путем, совершенно нормальными физическими законами отрабатывает, как я говорил, уже заложенный в нее хлеб математиков, программистов, и показывает нам все ключевые моменты, на которые, может быть, стоит обратить внимание. Она не классифицирует события как криминальное, как драка, как убийство, как политическое давление или еще какой-нибудь бред. Она просто показывает те события, которые можно было бы так квалифицировать. И уже человек со своим человеческим интеллектом, который может разобрать гораздо больше данных, понять то, что происходит, намного эффективнее, чем любая машина, вот он уже может принимать решения. Причем бытует расхожее мнение, что охранник, особенно если это сотрудник милиции или полиции, ничего не поймет, он тупой и так далее, и как только не привыкли его называть. Но в данной ситуации мы не говорим о каком-то особом интеллекте, мы говорим о том интеллекте, который дан человеку от рождения. Если человек научился читать, писать, значит, у него уже есть какой-то интеллект, значит, он может различать буквы. Если он может отличить автомат от бумаги, этот интеллект нам уже подходит. Поэтому в данном случае все, что от человека требуется, это его природные возможности, никаких специфических навыков, только то, что ему заложено, дано природой. Конечно же, в Goal-City есть поиск и по специфическим запросам, по лицам, по номерам автомобилей, по различным сработкам аналитических детекторов, много-много чего, которое можно найти в интерфейсе программы. В том числе туда входят и комментарии самих операторов, которые могут, наблюдая, комментировать те или иные события. И по тексту там грабеж, курили или что-то неправильно делали, можно по этим текстовым меткам тоже чего-то находить. Естественно, с заинтересовавшего места можно сразу переходить в многоканальный плеер и просматривать архивы всех камер одновременно с того самого места, которое вас заинтересовало. Вот здесь мы видим события, сюжеты, которые были определены нашим запросом, и в нем мы нашли вот известные лица службы безопасности Питерского Эрмитажа. Вот мы начальника тронули, вот теперь мы тронули главного специалиста по безопасности. Один его сюжет, где он здоровается, другой сюжет, где он только что подходит.
И все эти сюжеты мы можем переключать очень быстро, все эти ключевые моменты. Видите, мы перешли на другой ключевой момент, где он машет рукой. Таким образом, мы можем пролистать наши ключевые события и выбрать, который нас заинтересовал. Вот человек индус, давнейший наш партнер, сопровождает нас практически на всех выставках мировых, тоже занимается безопасностью и так далее. То есть вот мы можем ткнуться в любое место, которое нас в какой-то степени заинтересовало, какой-то клиент очень тоже известный, отследить его во всех ипостасях можно, во всех ключевых событиях, что он делал, как он делал, и переключиться напрямую в эти события. Вот интересное лицо, другое лицо. И так мы можем, перемещаясь по ключевым событиям, выданные нашим запросом, перемещаться между метками в архиве, между событиями в архиве. Но это хорошо работает, если вы знаете, где и что искать. Если вы точно знаете, кто вас должен убить, когда должен вас убить, или когда он вас уже убил. Если же вы ничего еще не знаете и не представляете этого момента, то лучше использовать семантический архив, который передает все содержание только в краткой форме. Кроме всего прочего, видеоаналитика дает возможность очень быстро просмотреть большие объемы записи, выделяя в них только достойные внимания моменты.